Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чайка, и сегодня я начинаю новую рубрику, в которой буду рассказывать, как играют топовые команды на своих сигнатурных картах. Для пилотного выпуска я выбрал Team Liquid, одну из лучших команд 2019 года, которая менее чем за 3 месяца забрала второй сезон Intel Grand Slam. А всеми нами любимый Мираж считается их лучшей картой. Я выбрал характерные раунды, которые помогут нам разобраться в философии игры Liquid. Контроль карты за атаку заключается в закрытии точек контакта. Яму и ковры контролят по одному игроку, на мид требуется двое. Сразу запушить бэапы невозможно, поэтому на первом тайминге чекается подвал. Стюи ловит аркадящего Воксика, что является триггером на регруп под А, потому что, сделав опен, выгоднее выходить на большой плент. КТ должны закрывать пробелы в защите и пытаться восстановить численное равновесие агрессивными действиями. Пятый игрок остается в миду и принимает на себя выпад 3 КТ. Пожертвовав мидером, Liquid получили полное понимание ситуации на карте. На А в текущий момент только игрок, который давал флеш. Следует мгновенный раскид, смоки в тикет, на и под головы, молотов на скамейку. Маус остается в стаке, понимая, что КТ-рез может контролиться, и им не создать второй фланг ретейка. Они пробуют сделать минус, использовав право неожиданности, но предназначение не склонно к камбэку в раунде. Liquid готовы и к бусту в джангле, и к десанту в сэндвич. Роль Элиджа посмотрим в аналогичном раунде против Fnatic. Выходя на АИМ, он выгоняет Кремза с коннектора, из-за чего швед находится вне позиции, пока Liquid выходит на А. Понимая, что за ним уже выехали, Элидж принимает дуэль с окном. Далее уходит прочекать поджим с Б и возвращается в коннектор к таймингу истечения смоков, когда КТ должны быть заняты зачисткой углов, но флюшу обмануть не так-то просто. В раунде против NAP в андере происходит равный размен, из-за чего Liquid не могут оставить игрока в миду. Все 4 Т выходят А, зачистив соло опорника. Элидж сначала контролит спину, после чего держит долгий путь в коннектор, чем и вытаскивает раунд для своей команды. В выпусках ключевых раундов я часто говорю, что мид — это ключ к миражу. В отличие от большинства команд, которые сразу дают 3 смока на старт, окно и коннектор, Liquid на раннем тайминге тратят только первый, дополняя его моликом и хае в перемычку. Далее 2 игрока занимают ящики, и второй волной закрывают смоками окно и глубь коннектора. Под флешку 3 игрока чекают перемку и прогоняют снайпера в зиге. Захватив мид, Твист контролит поджим подвала, Нитро чекает зиг, Элидж делает опен в окне, а Стюи a.k.a. Smoke Criminal, просочившись в дым, дает фраг на опорнике А, которого зачекал Нав. После киллов 4 игрока занимают сайт, спокойно ставит плент на искру, под смоки на джангл и коннектор. За счет методичного контроля мида Liquid отправляет фейс сейвить, сделав всего 2 фрага. Подсадка в свой смок в окне стала обыденной после хайлайта в исполнении Электроника, но разок за матч ее все же стоит применять. На данном примере Стюи сначала делает размен по Форесту, который просто остался в смоку и успел сделать свой килл. Далее он дает инфу о соло-опорнике Б, который пытался его нашить с маркета. Заранее откинув молик, Стюи делает пик на джангл, читая позицию Реза на краю огня. После перестрелок Стюи дает заднюю, оставшись на красных хп. В это время тиммейты спокойно выходят на Б, минусуют лекра по инфе и забирают Твиста, который продолжал ждать Стюи. В игре с Фейс Калдира прочитал подсадку и контролил угол на протяжении 15 секунд. С первого взгляда Стюи просто нафидел, но это не так. Он услышал, как Олаф ротируется в респ. Нав в свою очередь слышал смок на А. Собрав инфу, Liquid выходит на Б под молик на фургон и смок в маркет. Нитро врывается первым, но не давит игрока в сайте. Он сразу занимает позицию, в которой отрежет хелпу, пока его тиммейты отжимают плент. После фрагов Liquid изолирует выход кухни смоком и моликом, ставя крест на ретейке фейс. При раше Б с респы даются смоки в окно и зиг. Под флеш Стюи открывается в мид, с моликом наверх-вниз занимает парапет. Параллельно 4 Т врываются на Б под флешки и делают опен фраг в сайте. Далее поджигают за плентом и столб зиги, пытаясь выкурить второго опорника.
Выждав контакт на Б, Стюи забирает игрока в ухо и ждет выходящего на размен. На этом у меня все. Если вам понравился выпуск, пишите свои впечатления и идеи в комментариях. Спасибо за ваше внимание и увидимся через неделю в выпуске о маузах на Дасте.